Здрасте, в машине можно курить? Здрасте, нет, на Казакова вам, да? Вроде бы, да, там я... Не, ну здесь не курите, пожалуйста. Молодой человек, пожалуйста, я аккуратно открою окошко. Нет, даже сейчас Да не надо сюда, нет, сейчас не надо сюда даже дымить. Ну, пожалуйста, закройте дверь, докурите и потом... Чат. Я прошу вас, закройте дверь, пожалуйста, и потом... Тут уже навонял на всю машину. Просто уже в машине пахнет. Да я понимаю, пахнет, не пахнет, елочки существуют в этом мире. Да при чем здесь елочка-то? Можно не открывать сильно окошко? Сейчас проветрится сейчас, и мы поедем. Поехали по пути проветриться. Я понять. Я тебя минут 40 искал. Я ждал тебя. На этой сраной парковке возле этой сраной галереи, дядь. 40 минут не может быть. Ну, полчаса минимум, я вот здесь туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Ну, у вас же отражается в приложении, где машина стоит. Зачем туда-сюда? В приложении есть точка и маленькая беленькая машинка, но не более. Блин, вот я, конечно, все понимаю, что город никто никогда не учит. Особенно те, кто приезжает. Да, алло. Нет. Я занят. Я сейчас еду по делам, да, я тебе перезвоню. Дружище, я вот прям очень тороплюсь, у меня, короче, время. Я понимаю, но я не могу сейчас... Блин, приятель, ты город знаешь? Разломать все машины, проехать. Я город знаю, да. Отлично. А вот меня, кстати, Андрей зовут. Я джедай. Такой же, каким был мой отец. Меня Евгений. Евгений. Что за дядь? Будь попозитивней. Я в рабочем ритме просто, в смысле. Я понимаю, рабочий что по позитиве? Да. Песни петь, барабаны бить? Например, ну не песни петь, барабаны бить, музыку можно поставить какую-нибудь? Ну, можно, если нормально простить, а не вот так вот. Ну, поставьте, пожалуйста, радио Эрмитаж, если вам не будет трудно. Сейчас. Правда. Сейчас поставлю. Ладно, хрен с ним, давай без радио, поедем тогда тихо, спокойно. Как скажете. Как скажете. Вот скажи мне, дорогой друг, вот вообще, чем ты занимаешься по жизни, вот помимо того, что рулишь баранку? У тебя есть вообще хоть что-то в этом мире? Ну, конечно, как у всех людей, конечно, есть. Ну, вот чем ты горишь, чем ты дышишь? Вот скажи мне. Спорт люблю. Спорт я очень люблю. Это очень хорошо, но хорошего понемножку. Чуть-чуть проехал, остановился, постоял. Какой? Любой. Любой спорт. То есть, значит, сумо и бальные танцы — это чисто вот твоя тема, да? Ну, бальные танцы — это не спорт. Это спорт самый что ни на есть. Да, шахматы, настольный теннис, О, все мое. это клево. Клево, да, согласен. Не, шахматы — это всегда хорошо. А к чему такой интерес-то? Ну, я делаю уличный театр, вообще, в принципе, занимаюсь искусством. Вот, и пишу стихи. Я не когда, воздев к тебе все мысли и слов наивных коромысла. Мне всегда интересно просто пообщаться с людьми вот на всякие разные темы. А сначала их поунижать? Не-не-не-не-не, никакого унижения, вот честно, бро. Здесь просто такое, что я устал. Мне сейчас ехать преподавать, мне потом после этого делать уличный театр, мне после этого читать стихи прохожим на сраном Невском проспекте. А это ваш род деятельности или какой-то флешмоб сегодня или что? Да, я зарабатываю на жизнь тем, что читаю собственные стихи прохожим на улице. Типа современная местная культурная достопримечательность, городская поэзия, уличный театр «Серый гамбит» Чеширского кота. Если что-нибудь слышали. Хотите, для вас прочитаю что-нибудь своих стихов? Давайте. А вот о чем вы хотели бы послушать стих? Вот где сейчас ваши мысли? Вот вы в рабочем вайбе едете, такой вот, везете меня, вот где ваши мысли, о чем вы хотите послушать стих? То есть можно прямо на заказ вот так? Ну, вот? типа не то, чтобы прям вот фристайл будет, но я живой человек, который пишет на многие жизненные темы. Мои мысли? Ну, мои мысли сейчас... А где мои мысли-то сейчас? Вы что, так меня прям врасплох застали? Сначала вроде как с негативной фазой сюда пришли, а теперь как-то на позитив меня пытаетесь я пытаюсь склонить, и у меня получается диссонанс какой-то в голове. Я пытаюсь просто на спокойно. Я пытаюсь выйти на спокойно, потому что все мы на нервах, все мы на работе. Работать в субботу — это дядя. Да, ну, короче, у меня мысли на самом деле в последнее время о весне. Ну, я хочу, чтобы быстрее зима прошла и было тепло. О, а вот тогда вот такой чисто наш петербургский весенний вайб. Давайте. Опять весна?
И Питер на повторе. Кирпично-голая стена в отеле приютила ночью. Виновного не по своей, но гордого своим. Опять весна. И Питер чуть поярче. Как будто с фотошопом научились старики и бог работать. Но это просто утро. Кирпично-голая стена. Ретвит отправил поэтессу на... Допил вино и докурил косяк. Доверил мути править балу, дури, я не упал. Прилег поспать. И по привычке не выспался, ведь хочется обнять кого-нибудь одушевленного с просонья, а не одеяло. И встречать рассвет, весну и Петербург в окно опять. Да, это фристайл? Это не совсем фристайл, это вот типа вот однажды в моменте просто вот осознание весны в Петербурге через призму современной поэзии. Понял. А вот этот чеширский кот, это как бы ваш никнейм, типа, да, как, или что это? Не, это вот серый гамбит чеширского кота. Да. Вот смотри, вот. Это то, что вот сейчас это происходило, вот, да? Это вот, ну, перформанс. Да. Пиши перформанс большими красными буквами прямо на белой стене. Да. И вы на Невском, да, или где вы сказали? Невский, Рубинштейна, Белинского, Пестеля, Некрасова. Короче, всякие барные улицы, рестораны. Вот стоят компашки возле бара, да. Такие вот зеваки, которые, типа, курят сигареты, там такие, стоят, молчат, такие, типа, блядь, вот, заеб, побухаем, сейчас пойдем домой работать на работе рабами. Вот. Я их вырываю из вот этих вот серых будней, из вот этих вот мыслей. И такой, типа, добрый вечер, хотите послушать стихи? И если людям реально это интересно, в центре Петербурга кому может быть неинтересны стихи? Действительно. Вот. Ну и я им читаю собственные стихи, иногда там классику по заказу, там Есенина, Бродского, Маяковского. Вот. Ну и если людям в кайф, они дают мне за это бабки. Выгодная история? Ну, с грехом пополам, то есть, ну, типа, в среднем, вот, например, вот, ну, не знаю, типа, 2-3 тысячи в день, это, ну, нормально. Ничего себе. Ну, то есть, ну, например, вот парочка какая-нибудь вот студентиков, которые такие будут просто проходить мимо, или там взяли себе по кофеечку, стоят возле кофейни. Я к ним такой подхожу, типа, хей, друзья, а вот вам приятно было бы послушать стихи? Они такие, Да, блядь, заткнись ты, ёбаный типа, ой, вау, интересно. Я им читаю пару стихотворений любви, они такие, типа, бац, вот, Надя, держи по соточке. Чисто на чашку кофе. И вот так вот парочка, бац, и у тебя косарь осел. А вот скажи, кстати, Евгений, Да. Евгений, правильно? Да. А вот кто твой любимый поэт? Работать надо, а не Достоевщиной заниматься. А будет, не будет, если как сформулирую-то. Короче, не стыдно ли мне признаться, что я не особо там прямо Ну, я понимаю, имею каких-то, да, там фаворитов в голове там или кого-то перечитываю, но я могу так сказать, у меня последнее время почему-то я читал именно Бродского. Это просто охуенно. И почему именно его? Потому что очень сложные для восприятия на самом деле вещи. И их, ну, то есть Пушкин есть, да, например, он читает, и ты все понимаешь, про что он пишет, да, ну, условно говоря. Там Есенин про березку пишет, все понятно, про что пишет. А вот Бродский, он пишет так, что как будто что-то шифрует там такое дикое, что расшифровать можно только с помощью какого-то кода там или еще чего-то. Потому что, ну, прям вот, либо нужно в моменте понимать, про что он пишет, либо, ну, то есть быть в теме, как говорится. Мне да, в этом плане очень нравятся Евтушенко и Хармс, шестидесятники. Так. Потому что, ну, вот они вот в этом плане там тоже, там реально нужно покопаться как следует. Ну, прям да. А у вас какой любимый? Блин, вот у меня их 3. Вот на первом месте для меня всегда Маяковский. Я в Париже живу как Дэнди. Я в Париже живу как Дэнди. Женщин имею до 100. Мой хуй, как сюжет в легенде, переходит из уст в уста. А, да? Да. Вот его «Железная мистерия» — это вот прям наше все. На втором месте, конечно же, Сережка Есенин. Я люблю, когда женщина мочится, когда в воздухе пахнет мочой. Ох, как хочется, хочется голой жопе прижаться щекой. Березки, великая русская душа, красота невероятнейшая. Вот. Ну и на третьем месте, это, конечно же, я себя люблю.
Я себя люблю. Я считаю себя талантливым, я себя люблю. На самом деле, я вам хочу сказать, я сам очень люблю творческих людей. И даже несмотря на то, что вы, как я уже сказал, в негативном ключе начали наше сегодняшнее общение, вы крутой. Да, спасибо. А давайте я вот прочитаю что-нибудь из черновиков вам. Ну, давайте, пока еще осталось у нас несколько минут. Вот, например. Когда у человека болит душа, значит, она все-таки есть. И неважно, говорит он, что она проебалась в моменте, или он просто спрятал ее за тонной помады и восковых свеч. Да. А вот, кстати, про людей в метро. Зацените. Так. Я вежливо отключаюсь от социума, достав из кармана шестую конечность. Да что ты, черт побери, такое несешь? Время идет. Поезд метро несет меня сквозь жилу будня, погружая пространство настоящего, настоянного на прожитом, в пустоту бесконечности. Простота. Просто та. Окончание. Драматургия понтов и панков. Мы подъехали уже. А где вас найти-то можно? Группа ВКонтакте «Серый гамбит» Чеширского кота. Вот, если что, заходите, почитайте. Так, у вас безнал, да? Ну, все. Да, безнал. И хотел бы перед вами извиниться, вот честно, вот за то, что так наехал изначально. Это все мы прекрасно понимаем сейчас, вот, что работа нервная. Давайте я вот вам 100 рублей дам, вот, просто, чтобы вы было. уверены, просто вы-то, ну, как бы, зарабатываете? Я зарабатываю тем, что читаю свои стихи прохожим, я паразитирую на туристах, так что вот мы с вами немножечко коллеги в этом плане, давайте вместе вежливо паразитировать на туристах. Спасибо большое, спасибо вам. Всего вам самого доброго и, как говорится, ни гвоздя гнутого, ни мента тупанутого. Спасибо большое, все, счастливо. Всего доброго вам, дядь Жень. До свидания. Удачи. До свидания, спасибо. Да, от таких людей прям приятно получать бабки, потому что они им достаются прям очень непросто, если честно, потому что непросто. Вообще творческим людям зарабатывать крайне тяжело, и все поэты, которых мы с вами сейчас знаем, они вели крайне хреновую жизнь, потому что при жизни это, ну, скажем так, заработать тяжело на стихах, поэтому, он, конечно, съебал, но позитивный. Начал херово, конечно, но закончил на мажорной ноте. Поэтому браво, чувак, конечно, молодец. Для меня тяжело для восприятия муть такая, да. То есть я, реально тяжело. Видимо, я все-таки больше колхозник в этом плане. А кому-то наверняка нравится. Ну, он крутой. Ну, прям реально крутой в плане, что он не боится, и он такой весь просто пропитан творчеством. И выглядит точно так же. Поэтому, молодец, чувак. А вы что скажете? Любите таких людей или нет? Или вам не заходят, и вам они кажутся там с большой ебаной, и вы их держите от них подальше? Да не, он нормальный. Хороший парень. Поеду работать. А вы пишите. Только лучший таксопарк, только Такси Хайп. Ждем именно тебя. WhatsApp и Telegram в описании. Приходи, подключим тебя за 3 секунды. Выводить будешь бабки, когда захочешь, ежедневно, ежечасно, ежеминутно. И у нас очень крутая служба поддержки. Жду. Пиши.